мы не были готовы к этому. У нас уже была хорошая жизнь, у нас уже было во всех все. И в один момент все это украсть. 24 числа мы услышали, по окраинам города начали стрелять. Особо не придали этому значения, думали, что постреляют и все это закончится. 25 числа, ближе к вечеру, начались обстрелы в черте города. Частично стали гореть частные дома. 28 февраля обстрелы начались участились. Где-то с 3 марта у нас полностью не было ни воды, ни газа, ни света, ни отопления. У нас все отключили. Магазины были уже 3-4 марта частично закрыты. Мы стали все жильцы всех домов выходить на улицу и делать мангалы. У нас очень дружный дом. Ребята сделали мангал из кирпичей, ну если можно так его назвать, с кирпичей, на детской площадке. Это было 100 метров от дома. Воду техническую мы брали с батарей. Весь дом сливал с центрального отопления. Потом как раз были то дождик, то это, набирались ливневок. Потом все это закончилось. Где-то числа 3-4 марта в городе началось мародерство. Начали вскрывать магазины. То есть люди были в поисках еды, воды и медикаментов, и аптеки. На сколько дней нам хватило телефонов, настолько мы могли и общаться друг с другом. Когда стояла украинская армия у нас во дворе, спасибо ребятам, они генераторы ставили и могли зарядить телефоны. Да, тогда они нам давали детям сладости, что у них было. Ребята помогали, чем могли. Потому что видели, что ни связи, ни у кого ничего нет. Естественно, мы как какой-то обстрел, все соседи, все, не только мы, все сидели в тамбурах. Где-то числа 12 марта, с 11 на 12, мы с соседями в перегородке сидели где-то часов до 2 ночи в тамбуре. Ну и сколько можно было сидеть, мы зашли домой. Лягли все, и часа в 4 мы не поняли, что произошло. Дом заходил ходуном, у нас все задрожало, окна начали вылетать. Бежим. Мы начали бежать. И где-то я бежала впереди, муж сзади, дочка последняя бежала. Опять взрыв. Я бежала по лестнице, и взрывная волна понесла меня в стенку. Я оказалась же в стенке, у меня оказалась сломана рука и нога. С 12 марта мы все опустились в подвал. Как раз начались сильные морозы. Это мы все стали одинаковые. Мы все сгруппировались, все дружные, с маленькими детками. У нас был маленький ребенок, самый 1,8 год. Было страшно смотреть, как в холоде ему меняют этот памперс. Где-то числа 15 марта, как всегда, мы были в подвале, стреляли очень сильно. И кричат: 8 этаж, прямое попадание на кухню. Это была наша квартира. Пробила капитальную стену на кухне. И разорвала все. Там все разорвало. Там просто ничего не осталось. Все ребята, очень огромное спасибо. Все ребята дома побежали тушить пожар. Потому что знали, если загорится дом, нам некуда идти. То ли нас расстреляют, такие обстрелы идут, то ли мы в подвале сгорим. Когда у нас с другого подъезда парень вышел подогреть просто чайник, на мангал поставить, его убило осколком, 32 года. Он с собачкой вышел. И вы знаете, мы вообще боялись выходить даже из подъезда на улицу, стояли прямо рядом. Трупы никто не забирал. Все это лежало, выносили их. У нас во дворе гаражи стояли. И за гаражи складывали. То есть умирали старики своей смертью. У нас 2 мужчины умерли. Российская армия кусками зачищала как-то. И вот они дошли до нашего дома.
И в один прекрасный день говорят: все, у вас здесь стрелять не будут. И мы немножко расслабились, что сказали, стрелять не будут. И тут люди вышли на улицу, и опять прилет. Мы опять все попрятались в подвале, и опять у нас начался обстрел. Мы не знали, как можно выехать с города. И только было цыганское радио. Кто, где, как услышит. Сказали, что вроде бы как российские автобусы, и они могут вывозить людей на оккупированную территорию в Володарск. Чтобы узнать, надо было до них дойти, а до них дойти обстрелы, то есть как бы выбора не было. Александра, моя подруга, и дочь моя решают идти посмотреть к больнице, действительно ли есть там автобусы. Побежали они туда смотреть эти автобусы. Да, действительно, стоят автобусы. Записываться надо на день вперед. И вот когда мы вышли бежать на эти автобусы, мы как увидели это все. Разбит этот дом, разбит, трупы людей лежат. Дорога вся после взрыва, вся вот эти ямы большие, все. Мы приехали в оккупированный Володарск. Школа была полностью забита людьми из Мариуполя. Автобусы стояли на Ростов и Донецк. Все, другого выбора не было у нас. Мы услышали, что вроде бы ребята, сами местные жители, возят на частных машинах в Бердянск. А в Бердянске приходят до Бердянска запорожские автобусы «Красный крест». Машина стоила 3000. У нас было 10 человек. 3 детей и 7 взрослых. В Володарске оказали мне помощь. Врач мне положил гипс на руку. На ногу я отказалась, потому что мне надо дальше продвигаться, а рука и нога я бы не смогла этого сделать. Где-то 28 марта мы попробовали выехать на Бердянск. Ребята нас отвезли. Было очень много российских блокпостов, но ребята нас довезли в Бердянск. В Бердянск мы приехали, он также оккупированный. И опять-таки говорили, связи нет в Бердянске тоже, и люди говорят, что автобусы заходили, Красный Крест, в Бердянск, но сейчас их не пускают. Юля, моя дочь и подруга, берут такси и едут на эту окружную, хотя бы посмотреть, есть там эти автобусы, действительно ли они стоят. Да, действительно, автобусы стояли. Автобусы стояли, 14 автобусов. Автобусы «Красный Крест», Запорожье. Но никто не говорил, идут они или не идут, повезут они, будет коридор или не будет. Начало 10-го вроде бы сказали, автобусы поедут, дали коридор. Один остается там, второй берет такси, и за нами маленькие детки. Вы знаете, когда не во всех людей была возможность на такси поехать. Это было страшно. Вот знаете, идет вереница людей. Кто с палочками, кто с детками, кто с чем. Во всех же сумки. Все мы бежали с вещами какие-то. Самая необходимость хотя бы взять. Вы знаете, это было страшно смотреть. Без слез нельзя было смотреть. Когда люди шли в надежде к этим автобусам, что нас вывезут. Мы приехали в Запорожье. Нас поселили в садике. И вот ночью опять сирена, и опять мы услышали взрыв. У меня мужу 60 лет, он говорит, здесь тоже стреляют. И то есть мы поняли, что надо еще дальше куда-то ехать. Это был тоже гуманитарный поезд. И вот все наши 10 человек сели мы на этот поезд и приехали во Львов. Мы не знали, куда мы едем, что мы едем. Вот мы приехали во Львов. Мы все равно в надежде, что Мариуполь будет Украиной, и мы вернемся домой, потому что как бы это наш дом.